Киюшки, здравствуйте. Это инвентарь, чтобы остаться живым и сбереженным от мошенников Европы, потому что в Индии намного спокойнее, несмотря на то, что там просто миллиарды людей находятся, но все же там не воруют. Это очень большая редкость. А вот в Брюсселе, в Риме, в Бельгии, в Париже, в Барселоне и многих других очень даже распространенно. Поэтому могу предложить, рефлексируя над тотальной провальной поездкой моей в Рим, которая обошлась мне в крупную сумму в 2000 евро, лишение паспортов, телефона, своих документов, а главной мечты поехать в Амман, в Иорданию, и покайфовать на Мертвом море. И мое желание ныть, как мне больно, давно уже подутихло, и спасибо всем за донаты и помощь мне восстановить документы, чтобы пройти стажировку и обрести постоянную работу для пропитания. Я вооружилась знаниями, как сделать так, чтобы вам не пришлось испробовать неидеальность нашего мира на себе в виде мошенника, воришек, так что я решила, что время пришло для инвентаря для туриста. А те, кто хотят тут больше ознакомиться, что произошло со мной в Риме и почему я создаю многосерийные видосики по поводу денег, реализации, масштабирования, энергии, знаковые ситуации, неслучайные случайности и прочее, просто переходите, посмотрите на мой аккаунт и ознакомьтесь со всем, что вам понравится. Очень много материала для этого. Я думаю, найдет каждый то, что ему нравится. Ну и также просто посмейтесь или намотайте на ус, просматривая мою ситуацию в Риме, а мы продолжаем. Поэтому предлагаю начать с выбора подходящей одежды и сумок, а затем перейдем к расположению важных вещей. Вот самое крутое — это многослойность и практичность. Футболки и лонгсливы. Выбирать дышащие ткани, которые быстро сохнут. Можно взять несколько базовых цветов, чтобы легко комбинировать. Легкая курточка или ветровка незаменима для прохладных вечеров или переменчивой погоды, и лучше, если она будет непромокаемой и с несколькими, особенно внутренними карманами, особенно те, что возле сердца и тому подобное. Джинсы или брюки карго — это удобные и практичные брюки с дополнительными карманами, которые могут быть полезными, но будьте осторожны с их использованием для ценностей, по типу положить туда телефон для кошелек. Пожалуйста, задумайтесь, вы в Европе, не забывайте об этом. И удобная обувь. Это самое важное. Кеды, кроссовки или удобные сандалии в зависимости от сезона. И помните, что вам придется очень много ходить. Даже если вы думаете, что вы просто хотите проходить по центру, поверьте, это уже будет как минимум 5-10 километров. Так что учитывайте, где вам, в чем самое комфортное. Шлепки также не приветствуются, особенно многие, как снобы, косились на меня, что я позволяю себе шлепать по плитке среди такой богатой истории архитектурных сооружений в Риме, что вовсе меня не смущало, лишь не всегда было удобно и может, естественно, скользить, особенно после дождя какого-то. И к тому же, если особенно сильно жарко, многие могут промокнуть и быстро пачкаться, пыль всякая седать и тому подобное. Все-таки Рим, блядь, это старая древняя херня, которая имеет столько наслоений исторических, что они могут случайно задеться вашей превосходной ногой, поэтому будьте аккуратнее. Что по поводу сумок? Это, конечно же, рюкзак. Он идеальный для дневных прогулок, и выбирайте модели с внутренними отделениями, возможно, потайными карманами, и важно, чтобы рюкзак хорошо сидел на спине и не был слишком громоздким, потому что вы охереете. Ходить много такого вы просто не сможете. Ну, типа, знаете, типа, как этого? Только не выбирайте, как для школьников до 3 класса с ультрамассивной спиной, почти ортопедический матрас будто носите. Что-то попроще, да. Ну, кеши, как кеша, как классика, или The North Face. И какие там еще марки, я все пишу вам. Также сумка через плечо, мессенджер. Если вы предпочитаете сумку, выбирайте ту, что носится через плечо и плотно прилегает к телу. Застежки должны быть надежными. И желательно, да, круто вообще иметь поверх вот этой сумки, по типу даже бананки, тот же самый поясной или же через плечо. Это отличный вариант для хранения самых необходимых вещей. И желательно, чтобы они все эти под рукой вещи, как деньги, карты, телефон, которые будете складывать туда, бананку, нужно нести спереди под какой-то курткой, свитером или дополнительно каким-то по типу блузки или еще что, чтобы не было оно удобное, чтобы просто вас выхватили это или как-то подрезали, чтобы всегда была какая-то защита. Потому что, понимаете, вы подумаете, что я параноик, но нет, очень много ситуаций, это многие блогеры говорят о том, что, типа, неважно, там, были они в Мексике, были они в Лондоне, я, например, в Риме или еще другие ситуации. В Барселоне также там Елизавету Мадрид оборвали. Кажется, в Барселоне, то ли в Мадриде, как бы это смешно не звучало. А нет, она еще в Мадриде никогда тогда не была. Поэтому, да,
и она типа лишилась своих, кажется, 500 евро. Собственно, ситуаций таких много, и нужно профилактику сделать удобную. Также расположение важных вещей по типу денег и карт. Разделяйте, конечно же, наличку, никогда не храните все деньги в одном месте, часть положите в основной кошелек, часть в поясную сумку, часть в тайник, а небольшую сумку карман для мелких расходов. Также я недавно видела в Шейне есть типа как резинки, которые одеваются на руку, и они выглядят как обычная резинка, чтобы завязать волосы, но там впихивают и ключи, и там, думаю, $200-300 можно спокойно положить, спрятать, если вам, конечно, такое подходит, я постараюсь найти скрин. Также по поводу кредитных карт. Основные карты держите в надежном месте, например, в поясной сумке или невидимом кошельке, и возьмите с собой 1 или 2 запасные карты и храните их отдельно, а еще желательно отключите, переходя в NFC-шку в настройках, отключите, пожалуйста, бесконтактные или хотя бы поставьте туда пароль, чтобы без биометрии вашей или вашего дополнительного пароля не могли ничего взгрызть с вас. Поэтому да, потому что я так пролетела тоже время, то, что у меня отличная была возможность того, чтобы пропикивать карточки. Что еще я хотела сказать, это ксерокопии документов по возможности, сделайте ксерокопии паспорта, виз, брони и храните их отдельно от оригиналов. Также полезно иметь их сканы на электронной почте или в облачном хранилище, чтобы у вас не было проблем с идентификацией друг чего происходит, чтобы у вас не была такая ситуация, что единственный оригинал паспорта был потерян, и теперь вам не верят, что вы, блядь, Вася Пупкин. Поэтому стоит вообще даже оригинал не носить, как мне кажется, типа в отелях нормально относятся к тому, что вы покажете на телефоне свой паспорт, поэтому лучше храните его в багаже. Что, кстати, по поводу телефона, лучше его хранить через шнурок или цепочку, который крепится к чехлу телефона и надевается на шею или запястье. Это предотвратит случайные падения и затруднит выхватывание. Поэтому я замечала, это довольно популярно здесь, по крайней мере, в Испании, так туристы ходят. И хранить во внутренних карманах брюк, а не в заднем кармане, легкодоступном кармане рюкзака свои там важные девайсы, деньги, кошельки. Я вас умоляю. И не держите постоянно в руках, потому что эта отвлеченность и погруженность в интернет-мир или постоянные фотки дает возможность заметить вас как мишень для того, чтобы вас обворовать, потому что вы слишком замечтались и не обращайте внимания, что вокруг. Также по поводу сколько сумок с собой иметь, это основной багаж, естественно, один чемодан или большой рюкзак для всех вещей, который сдается в багаж или хранится в отеле, хостеле, также ручная кладь, небольшой рюкзак или сумка для перелета, переезда, там документы, ценности, гаджеты, также дневная сумка, где можно положить точно воду, какой-то легкий перекус, телефон небольшой, как фотоаппарат, если вам это нужно, и не все ваши деньги, заработанные в том рюкзаке, пожалуйста, просто на вот этот день, как вы считаете, что вам нужно от 50 до 200 евро, возьмите с собой, не берите, блядь, пока ван с собой, я вас умоляю. Также круто иметь кодовые замки для основного багажа и даже для некоторых отделений рюкзака, или просто какие-то замочки купить, стоят они по 2 евро, можно купить в любой ферретерии, это типа как называется, hardware store, типа с механикой или как. Там можно взять замочек, собственно, отлично прикрепить все и ходить со своим. Там есть 2 ключика, поэтому не беспокойтесь. Я думаю, вы точно 2 прям ключа не потеряете. Один ключик себе в рюкзак, один ключик себе в кошелек, и все замечательно. Также постарайтесь не выставлять на показ дорогие вещи или украшения, или большие пачки денег, потому что вот у меня был проеб, то, что у меня было все самое важное, только в рюкзаке, у меня не было никаких бананок, еще что-то, и я была как мишень до того, что, это единственное, что у нее есть, поэтому ее нужно точно обворовать. Там было видно, что у меня ничего ценного нету больше. И в том числе была такая ситуация у моего знакомого, что за $2000 сорвали с него цепочку, потому что, знаете, афроамериканцы и в целом темнокожие, кстати, с Нигерии, они в неком роде обожают показывать свой статус с такими побрякушками, всякими золотистыми нотами, он доигрался, и, кажется, это произошло в Берлине. Поэтому страхуйтесь. И будьте бдительны, в людных местах всегда держите сумки перед собой, самый удобный, как будто вы беременяшка, и обращайте внимание на окружающих, и также, если есть возможность, оформите туристическую страховку, которая покроет утерю багажа и документов. Было бы охуенно, если бы я думала, что со мной может такое произойти, сейчас бы не было такой ситуации, что мне нужно сделать паспорта, искать работу, и невозможность полететь никуда, и все, ты просто движуешь и ждешь, когда
что-то кто-то придет и поможет. Поэтому, если кому не сложно, хочет задонатить мне, переходите по ссылочке в описании, тоже есть, куда можно задонатить, какими способами, и больше узнать информацию обо мне как человеке, и как мои были путешествия и тому подобное. Собственно, хорошего дня, и надеюсь, с вами такое не произойдет, как со мной. Я же не просто так записываю этот инвентарь, поэтому не подведите меня. Спасибо, и до скорой встречи.